История Белль начиналась в потрясающе красивом уголке Южной Африки, на обширных зеленых просторах фермы «Серебряное поле». Эта ферма была настоящим оазисом среди полей и лесов, обрамленной пышными травами и яркими цветами. Воздух здесь был наполнен ароматами цветущих растений, а вода в местных водоемах играла на солнце тысячей блестящих оттенков. По утрам над фермой раздавались пение птиц и множество других звуков природы, создавая незабываемую атмосферу. В семье Рейнхард было четверо дочерей, и каждая из них обладала своим неповторимым характером, но всех объединяла страсть к животным. Элизабет, старшая из сестер, мечтала стать ветеринаром и с юных лет заботилась обо всех обитателях фермы. Лилиан, полная энергии и шаловливости, обожала устраивать семейные представления, в которых участвовали все домашние животные. Милая и чуткая Надин проводила часы напролет, рисуя портреты своих четвероногих друзей, стараясь запечатлеть их души на бумаге. Но настоящей звездой фермы была младшая дочь, Сара. Ее сердце всегда было полно доброты и сострадания ко всему живому. С самого детства она заботливо отнеслась к каждой травинке и каждому существу, встреченному на пути. А когда в доме появилась Белль, между ними возникла особенная связь. Белль — собака удивительной красоты с мягкой, сияющей шерстью, мгновенно завоевала особое место в сердце маленькой Сары. Вместе они проводили все свои летние дни, исследуя просторы фермы. Каждое новое открытие в мире природы стало для них настоящим праздником. Разнообразные приключения поджидали любознательных друзей на каждом шагу. Они, словно пара неразлучных исследователей, бродили по окрестностям в поисках новых чувств и впечатлений, и каждая минута, проведенная на свежем воздухе среди нескончаемого потока жизни, была наполнена счастьем и безграничной радостью. Одним из любимых местных развлечений было наблюдение за шумными обитателями Вороньего гнезда. Это было захватывающее зрелище, когда взрослые птицы с гнусавым карканьем возвращались домой с добычей. Сара, сидя на корточках с Белль, с любопытством следила за родственными ритуалами и словно погружалась в другой мир. В такие моменты понимала, насколько богат и удивителен окружающий ее мир. Однако в один из судьбоносных дней, когда Сара и Белль, как обычно, вышли на прогулку вдоль речки, что-то было не так. Небо заволокли темные тучи, и в воздухе повисло напряжение. Сара прижала Белль к себе, словно чувствуя приближение изменений. Когда гулкий гром прокатился по небу, девочка вздрогнула. Но Белль оставалась рядом, верной и преданной, готовой защитить ее от любых бед. Жизнь порой преподносит неожиданные испытания, и это стало настоящим испытанием для Рейнхартов. Непредсказуемая засуха, обрушившаяся на регион, уничтожила большую часть их урожая, оставив семью в трудном финансовом положении. Отец семейства, понимая, что им нужно искать лучшие возможности, принял тяжелое решение — всей семьей переехать в большой город. Такой шаг должен был стать новым началом для всех них, но это означало, что ферму, столь любимую всеми, придется оставить. День отъезда стал настоящей погодной бурей в жизни семьи. Сара с Белль бегала по дому, наблюдая, как из пустых комнат исчезают родные предметы, словно и они собирались в свой собственный путь. Белль предчувствовала, что изменения неминуемы, но понятия не имела, как они повлияют на ее жизнь. Она вся дрожала от ожидания неизведанного. Никто не обратил внимания на минуту, когда последняя связь с предыдущей жизнью разорвалась, и Белль оказалась одна. Когда пыль поднялась от колес уезжающих грузовиков, Сара поняла, что забыла самое главное. Белль осталась позади. Девочка звала подругу из окна, но теперь было слишком поздно. Белль, обезумев от новых опасных звуков города, убежала прочь, и в ту решающую минуту они потеряли друг друга.
Первые дни в городе были для Белль наполнены страхом и растерянностью. Она не узнавала своего окружения. Городские улицы были чужими, и каждый человек выглядел враждебно. Поток машин, резкие крики и бесконечное море огней сбивали ее с толку. Она пыталась вернуться домой, следуя по следам, которыми, как ей казалось, должна была вернуться на ферму, но вскоре поняла, что заблудилась. Ее единственным утешением стали воспоминания о доме, о любящей семье, о мягких руках Сары, которые всегда были готовы обнять и помочь. Белль пыталась выжить в этом хаосе, но одиночество погружало ее все глубже в депрессию. Каждый новый день приносил все больше отчаяния. Она пряталась от дождя и холода, старалась не попадаться на глаза людям, привыкала к одиночеству. С наступлением ночи, когда улицы остывали и город затихал, Белль искала убежище. Но как бы она ни старалась, ее пути пересеклись с одним из бродячих псов, для которого она стала угрозой. Борьба была ожесточенной, и Белль исходила не только со следами на теле, но и с еще более глубокими шрамами на душе. Она осталась одна с болью, которая теперь была ее единственным спутником. Покинув городскую суету, Белль повела свое утомленное тело в лес. Место, где могла бы найти тишину и покой. Лес был другим. Его звуки несли умиротворение, которого она так долго жаждала. Здесь можно было закрыть глаза и, словно в забытье, уйти от ужасов прошлого. Дикие цветы и высокая трава шептали ей слова утешения, которых она так нуждалась. Время шло своим ходом, и Белль постепенно терялась в бесчетном потоке дней и ночей. Она усвоила все секреты леса, но самое главное, оставалась одна. Одиночество стало ее защитой, но также и тяжелым грузом. Она была как призрак, исчезающий в растительности, и в какой-то момент почти смирилась с этой жизнью. Но судьба не окончила с ней свою игру. Одним из таких дней, когда она мирно лежала под деревом, внезапно раздались шаги. Белль подняла голову и увидела девушку, которая осторожно приближалась к ней. Это была Анна, волонтер, чья забота и устремленность к добрым делам могли соперничать только с ее страстью к природе. Анна мельком услышала слабый, едва уловимый шорох и заметила сквозь густую растительность два печальных глаза, которые как бы звали на помощь. Анна, действующая в составе местной благотворительной организации, часто посещала окрестности, чтобы оказать помощь потерянным и бездомным животным. Это была одна из многих поездок, но эта встреча навсегда изменила ее жизнь. Благодаря чуткости Анны, Белль был дан второй шанс, которого она уже не ждала. Анна осторожно подошла ближе и, увидев состояние собаки, почувствовала, как ее сердце сжалось от боли. Белль была истощена и травмирована. Она долгоет была измождена и насторожена. Но, увидев доброту в глазах Анны, сделала шаг навстречу. Это был первый из многих шагов к ее восстановлению. Команда врачей во главе с доктором Маркусом, зрелым опытным специалистом с сердцем, полным сострадания, взялась за лечение Белль. Невидимые раны, равно как и видимые, требовали бережного подхода и терпения. Доктор Маркус понимал, что процесс лечения будет долгим, но это было неважно. Каждый, кто знал ее историю, был готов поддержать Белль в ее пути к выздоровлению. Среди сотрудников клиники ее окрестили несломленной за стойкость, с которой она сражалась за свою жизнь. Чуткая Анна не оставляла Белль ни на минуту. Ее ежедневные посещения стали важным ритуалом в борьбе за возвращение Белль к прежней жизни. Каждое утро Анна заботливо смотрела в глаза Белль, стараясь прочитать в них хоть отблеск радости. Она приносила игрушки, угощения и просто разговаривала с ней о жизни. Каждый день Белль становилась все более уверенной и открытой. Все понимали, что процесс восстановления требовал времени, и каждый шаг был маленькой победой. С течением времени между Белль и Анной возникла неразрывная связь, наполняющая пустоту в сердцах обеих.
Белль, преодолев множество трудностей, чувствовала невидимую опору Анны и ее поддержку. Анна, в свою очередь, вдохновленная стойкостью своего подопечного, осознавала ценность этой дружбы и важность ее усилий по спасению животных в еще большем масштабе. Клиника постепенно стала центром притяжения для волонтеров и благотворителей, которые стремились помочь Белль и всему ее делу. Следующей вехой путешествия Белль стала неожиданная встреча с ее прошлым. Однажды в клинику пришла семья Рейнхартов, по инициативе Сары, которая случайно узнала о спасенной собаке из локальной новости. Это было поразительное воссоединение, наполненное слезами радости и словами благодарности. Сара, окрыленная встречей с Белль, не могла оставить новую жизнь позади. Она надеялась, что Белль сможет вернуться домой, но понимала, что ее возвращение также должно было заключаться в общественном признании. На фоне ее внутреннего конфликта выступила просьба бывшего владельца Белль, с которым разгорелась юридическая битва за ее судьбу. С судебными вопросами было справляться непросто, но стойкость и доброта, исходящая от Анны, а также процессуальная поддержка клиники, привели к победе в битве за справедливость. Бывшему владельцу, который не проявил должную заботу о Белль, в конечном итоге пришлось отказаться от своих претензий. Отец Сары, почувствовав искренность в выступлении клиники и осознав свои былые ошибки, не мог оставаться в стороне и тоже предложил свою помощь в спасении других животных. Вернувшись в любящую семью, Белль обрела новый смысл жизни. Вместе с той, которая стала ей ангелом-хранителем, она теперь могла вдохновлять людей на добрые поступки. Белль олицетворяла исцеление. Исцеление не только от физических ран, но и от многих душевных травм, и продолжала осуществлять свою роль в качестве вдохновляющего символа движения за права животных. Благодаря усилиям Белль, Анны и их неравнодушных соратников, проблема бездомных животных получила еще большее освещение. Сильный отклик общественности выразился в растущем числе акций, поддержки общественности и активного вовлечения в дискуссии, организацию благотворительных мероприятий по всему миру. Представители власти, увидев, насколько успешной может быть координация усилий, стали активно поддерживать данные инициативы, способствуя изменению правовой базы для защиты животных. Каждый год, в День спасения Белль, проводилась памятная акция, в которой принимали участие защитники животных и неравнодушные граждане. Улица клиники, где ее впервые вылечили, заполнялась волонтерами и горожанами, вышедшими на шествие в честь несломленной. Эта традиция впоследствии стала международной и объединила вокруг себя миллионы человек, стремящихся изменить мир к лучшему. Таким образом, Белль стала символом борьбы за права животных, ее история вдохновила на изменения в обществе. Она показала людям по всему свету, что все живые существа заслуживают любви, заботы и права быть защищенными. Белль объединила людей в стремлении к добру и справедливости, доказав, что даже одна маленькая жизнь может сделать большой вклад в будущее. Из скромного спасения в лесу выросло масштабное движение, и теперь имя Белль навсегда вписано в историю тех, кто стремится сделать мир лучше. После воссоединения с семьей Белль быстро адаптировалась к жизненным переменам. Каждый день она ощущала себя все более счастливой среди своей семьи, которая любила и ценила ее. Элизабет, Лилиан и Надин скормили ее своими любимыми угощениями, проводя часы, делая так, чтобы Белль почувствовала себя особенной. Сердца всей семьи были полны любви и страсти к ее исцелению. Сара каждый вечер, укладываясь спать, шептала Белль, обнимая ее и рассказывая о своих мечтах. Она пообещала, что теперь будет заботиться о любимой собаке так, как следует, и никогда больше не оставит ее одну. А Белль, как будто понимая все слова, смотрела на свою семью с преданностью, зная, что наконец-то вернулась домой.
Клиника, где Анна продолжала свою работу, стала местом, куда приходили самые различные животные, и каждое спасение и лечение становились их маленькими победами. Белль не только часто навещала своих врачей, но и постепенно начала участвовать в лечении и поддержке других бедных собак и кошек. Она стала настоящим символом надежды и веры в душу. Теперь Белль не разрывалась между старой и новой жизнью, она стала мостом между ними. Материалы, в которых освещалась ее история, начали приносить все больше людей и ресурсов в клинику, и средства начали поступать на спасение других бездомных животных. Все это благодаря любви, терпению и упорству не только самой Белль, но и тех, кто оказал ей поддержку в трудные времена. Годы шли, и то, что начиналось как одна простая история о потерянной собаке, превратилось в широкомасштабное движение за права животных. Баффи, мушка, отразившая преданность, жила в сердцах людей, которые увидели в ней частичку себя. С каждым новым днем Белль вдохновляла людей на участие в добрых делах и самопожертвование ради меньших братьев. Каждый год в День спасения Белль проводилась памятная акция, в которой принимали участие защитники животных и неравнодушные граждане. Сформировавшееся движение продолжало расти, и все больше людей стали активно участвовать в защите прав животных и создании безопасных условий для жизни бездомных существ. Эта акция стала не только праздником, но и необходимостью. Воспоминание о Белль стало жить в умах и сердцах людей, напоминая, что теплоту и заботу можно дарить даже тем, кто кажется заброшенным и забытым. Эта сильная история, полная слез и надежды, показала, что совместными усилиями можно изменить реальность в лучшую сторону. Благодаря усилиям Белль и ее новой семьи, общественное мнение о бездомных животных начало меняться. Профили на социальных сетях для спасенных животных становились все более популярными, а их истории вдохновляли людей на принятие их под свое крыло. Работы волонтеров и защитников прав животных теперь заслушивались голосно, и им придавали значение, понимая, что изменения возможны лишь через сотрудничество. История Белль разлетелась по всему миру, вдохновляя на добрые дела и помощь нуждающимся. Она стала символом борьбы за права животных и объединением усилий добрых людей. Всякий встречный, узнавший о ее судьбе, находил в ней частичку себя и начинал задумываться о том, какую роль он может сыграть для улучшения жизни окружающих. Каждый год в День спасения Белль и ее воссоединения с семьей общественность устраивала праздничные мероприятия. Жители округа и вся страна присоединялись к празднованию, поддерживая все усилия, направленные на защиту бездомных животных. Это стало настоящей традицией, вдохновляющей на новые свершения. Таким образом, Белль стала символом борьбы за права животных. Ее история заполнена состраданием и верой в лучшее. Она показала, что даже одна маленькая жизнь может изменить целый мир. Она объединила людей в стремлении к добру и справедливости, доказав, что на этой земле нет ничего более ценного, чем доброта и терпимость, которые никогда не должны быть забыты. С уходом лет имя Белль останется в сердцах людей как символ надежды и любви. Время шло, но дух Белль, ее стойкость и преданность будут жить в каждом, кто осознает важность защиты наших маленьких друзей и откроет свое сердце для помощи другим. Она напоминала всем нам о том, что наше поведение, наши действия могут изменить жизнь не только одной собаки, но и множества других существ. И наше общее будущее зависит от того, насколько мы готовы позаботиться о каждом, кто нуждается в защите и любви. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых интереснейших видео. До свидания.